Животные настолько невероятны, что мы, люди, не придаем им должного значения. Одним из их самых недооцененных качеств является их способность формировать прочные связи с людьми. Жила в нашей деревне девушка одна, неприметная. Все одна ходила, ни с кем не встречалась. Мать у нее была деспотичная, почти фанатка религиозная, никуда дочку от себя не отпускала. Одежду модную одевать не давала. Ни на танцы, ни на посиделки не пускала. Нюра не спорила с матерью, а куда там спорить, та чуть что сразу за хворостину хваталась. А если не хворостиной, то работой заваливала дочку. Работа, говорит, дурные мысли изгоняет. Поговаривали, что потому что у Нюрки мать была такая деспотичная, что сама Нюрку нагуляла. Поверила одному красавцу, а тот ее беременную бросил, вот она на всех мужиков и ополчилась. Нюрка от парней шарахалась. Одна у нее была отрада, когда Нюрке 18 исполнилось, ей разрешили работать на ферме, мужиков там не было, только доярки. Сам фермер был мужичок в возрасте, женатый, по мнению матери и Нюрки, не представлял угрозы для благочестия ее дочери. Когда Нюрка стала на работу ходить, она расцвела. Девушка она была добрая, общительная. Однако это стало поводом для наказания ее матери. Что-то ты уж больно счастливая с работы приходишь. Чей там не работаешь, а с парнями обнимаешься, грязная девка, орала на нее мать. Да, что вы, мама, откуда там парни-то? Вы же сами видели, что там только женщины работают, оправдывалась Нюра. Да сейчас и женщины все испорченные, ты их не слушай. Они тебе и обо мне будут всякое говорить, ты уши заткни и не слушай, а сейчас иди печку пилить, строго приказала мать. Ну я устала, мама, пыталась возражать Нюра. Вот, ты уже и матери перечить научилась. И что то, что ты устала? Иди пилить, пока я тебя трубу еще чистить не заставила, орала на нее мать. Ведь только на той неделе пилили, говорила Нюра. И теперь, потому что тебе лень, печка будет грязная стоять. Сказать мать. В общем, только глупый не видел, что Нюркина мать умом поехала. Мать полностью подавила ее волю и психику. Видимо, девушка боялась, что мать увидит какую-то радость у нее на лице. Это было просто верх покорности. На ферме был старый конь, он был уже больной. Ел, гулял и наслаждался жизнью. Нюра подружилась с ним. Раз уж мать не разрешала ей общаться с людьми, то против коня она же не будет. Нюрка носила старому коню угощение, больше всего он любил черствый хлеб. Пока он жевал хлеб, Нюрка гладила его и заплетала косички. Приходя домой, Нюрка рассказывала о том, какой конь ласковый и умный. Но и тут мать не находила радости за дочь. «Ты мне еще скажи, что ты его полюбила. И почему тебя обязательно кому-нибудь тянет? Почему ты не можешь быть самодостаточной девушкой?» – ворчала мать. А потом вдруг Нюрка заболела, ей стало плохо прямо на работе. Вызвали скорую и, не приходя в сознание, ее увезли в больницу. «Небось притворяется, чтобы отдохнуть в больнице, да врачам глазки строить», – ворчала мать Нюрки, когда ей сказали, что дочка не придет домой, она в больнице. На следующий день мать поехала навестить дочь, ничего с собой не взяла, даже конфету. «Ну ты чего тут удумала?» – решила, что будет тут отдыхать и врачам глазки строить. «Не выйдет. Собирайся домой», – орала мать на Нюру. «Женщина, вы тут не одна, здесь больные люди лежат», – осадили Нюркину мать другие пациенты. «У вашей дочери рак», – сказал врач на обследовании Нюркиной матери. «И что, теперь она не может ничего по дому делать?» – спросила Нюркина мать. «Женщина, у вас что, шок? Я вам говорю, у вашей дочери рак в 4-й степени. Стадия даже не операбельна, она погибнет», – сорвался на Нюркину мать доктор. «Ну тогда похороним», – проворчала старуха и пошла домой. До самой выписки мать больше не приходила к Нюре. Девушке было так обидно, она даже пожить не успела. А тот короткий срок, который отвела ей судьба, и без того был испорчен ее матерью. Практически через год после выписки из больницы Нюра погибла. Многие собрались на похороны, пришли доярки с работы, пришли девчонки, которые учились с ней в школе. Многие плакали. Только мать не проронила ни слезы, она стояла как каменная. «Хватит тут уже сопли распускать. Бог дал, Бог взял», – ворчала старуха. Вдруг неожиданно раздался топот, вихрем с пылью летел старый конь, он прыгнул с разбега прямо в яму и стал топтать крышку гроба. Конь был большой, тяжелый. Никто не решался его остановить, он продолжал прыгать и разбивать доски, до тех пор, пока из могилы не послышались непонятные звуки. Конь начал топтать гроб, бросившись в могилу во время похорон.
Когда тот треснул, люди услышали плач. Услышав их, вся деревня вздрогнула. Это был детский плач, и все, кто присутствовал на похоронах, были в шоке. Откуда мог взяться ребенок? Мужчины решились и подошли к коню, который продолжал топтать гроб. Они взяли его под узды и отвели в стороны. «Чего вы стоите? Закапывайте скорее!» — орала мать Нюры. Один парень спрыгнул в могилу и достал новорожденного младенца. Откуда в Нюркиной могиле мог взяться маленький ребенок? «Уберите его обратно и закопайте!» — орала Нюркина мать. Пришлось вызвать скорую и увезти старую женщину в психушку. Участковый провел целое расследование и выяснил. Оказывается, после больницы Нюра приехала уже в деревню беременная, она долго скрывала это. Нюра была непреклонна, она знала, что все равно умрет, и решила оставить ребенка. Рожала Нюра дома и лишь немного успела подержать малыша на руках. Мать девушки решила, что ребенок будет ее позором, и скрыла его появление. Готовив хоронить дочь, она положила его вместе с ней. И только старый конь, почувствовав, что с ее подругой случилось несчастье и рожденного ею ребенка, побежал его спасть. Только благодаря коню и его решимости он смог спасти ребенка. История лошадей начинается с влажных и густых лесов американского континента. Там 60 миллионов лет назад впервые начали ходить грациозные создания. Но так ли они выглядели? Считается, что прародители лошадей были не больше собачки и назывались эогипусами. Эогиппусы чем-то напоминали маленького олененка, вот только копыта имели сразу несколько пальцев. Со временем все эти пальцы срослись в один копыта. Питались прародители травой, листьями, фруктами и другой растительной пищей. Врагов у маленьких лошадок было предостаточно, поэтому природа наградила их крепкими ногами, которые удерживали их и на болоте, и помогали убегать от хищников. Окрас не всегда был пятнистый, иногда встречались и полосатые особи, но это никак не влияло на способности эогипусов. Вскоре лошади начинают приобретать привычный вид и становятся анхитериями. Анхитерии внешне стали напоминать маленьких пони, да и ростом как раз такие же. Копыта потихоньку срастались, образовывая 3 пальца. Враги, как и раньше, любили полакомиться маленькими лошадками, вот только последние в свою очередь стали быстрее бегать и научились высоко прыгать, что очень помогло не стать вымершим видом. Окрас этих созданий уже почти не отличался от остальных в их роде, поэтому они, как зебры в наше время, могли образовать одну единую бегущую кучу лошадей, и хищник никак не смог бы различить, где начало и конец одной особи. Следующее звено в развитии лошадей – это гипарионы. Именно они сыграли важную роль в дальнейшем развитии строения грациозных созданий. Гипарионы внешне очень напоминали газель, наверное, именно в этот период лошади отделились от них. Удивительно, но этот вид лошади не изменил свои копыта, и они остались трехпалыми. Только вот на каждом из пальцев появились копытца, что позволяло ходить по сыпучим и горным поверхностям. Что касается челюсти, то она была сильнее выдвинута вперед, это помогало пережевывать очень твердую и сухую пищу. Также гипарионы стали выносливее. Со временем гипарионы стали жить с плеогипусами, но влажная почва стала смениться степями, и плеогипусы оказались более приспособленными. Плеогипусы были очень разные по окрасу, поэтому и положили начало развитию зебр, ослов, куланов и тарпанов. Их копыта окончательно видоизменились и стали похожи на копыта современных лошадей. Лошадки стали разбиваться на группы себе подобных, то есть разделятся по цвету. Так сформировались и виды. Конечно, до современной лошади плеогипусу надо еще немного измениться, но сила, выносливость, скорость и смекалка у прародителей уже были. Вот и закончилось наше путешествие в прошлое. Мы многое узнали про грациозных и сильных лошадей, но кое-что еще предстоит узнать. Надеюсь, вам было интересно узнать о этих прекрасных созданиях, ведь мы должны уважать то, что имеем сейчас. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.